Всем добрый день, уважаемые коллеги! В данном видео мы с вами познакомимся с интерактивной доской Padlet. При помощи данной доски можно создавать различные интерактивные холсты, и, как мы видим здесь на главной странице, представлены 7 разных примеров. Это стена, холст, либо, как мы говорим, mind map, да, либо концептуальная карта. Это могут быть колонки, лента, как, к примеру, в Instagram, либо в соцсетях, какая-то раскадровка, хронология, что очень подходит для учителей истории, ну и карта, в особенности для наших учителей географии. Переходя на сайт padlet.com, слева вы можете увидеть кнопку «Войти». Давайте зарегистрируемся. Ну и здесь, что очень удобно, можно зайти через Google, Microsoft, либо Apple аккаунты. Для начала давайте нажмем на «Зарегистрироваться» в правом верхнем углу. Здесь те же самые сервисы. Я буду заходить через Google, поэтому нажимаю «Зарегистрироваться через Google». Выбираю соответствующий нужный аккаунт, то есть у нас могут быть несколько. Я выбираю свой личный, либо же корпоративный. Окей, теперь мы с вами перешли на основную панель. Что мы здесь видим? Соответственно, слева у нас идет некое меню. Здесь, кстати, можно посмотреть, сколько досок можно создавать. В подписке по дням, то есть она является бесплатной, мы можем создавать всего лишь 3 доски. Да, то есть можно будет, давайте быстренько посмотрим подписку. Есть Platinum, неограниченное количество досок, да, но идет $5 в месяц, да. Либо же Gold, всего 20 досок и 100 мегабайт на загрузку, около $3. Для того, чтобы просто освоить Padlet, нам, в принципе, 3 доски будет достаточно, и для некоторых уроков количество досок нам, в принципе, хватит. Здесь у нас будут показываться все доски Padlet, как видите, пока что у нас ни одной нет. Некоторые мы будем архивировать с вами, и также есть закладки, где вы какие-то доски, да, себе отдельно отмечаете, они, соответственно, вам будут здесь. Так, окей, здесь можно либо присоединиться к доске Padlet, либо же, получается, ее заново создать. И, соответственно, нам нужно будет создать доску Padlet. Давайте уже начнем ее создавать. Кликаем на кнопочку, и, как я до этого говорил, у нас есть с вами 7 типов, да, то есть стена, они будут расположены в виде таких кирпичиков, как, знаете, как в соцсети Pinterest. Будет лента, как я говорил до этого. Просто нужно будет скроллить сверху вниз. Раскадровка немножко похожа на стену, да, но здесь, получается, они будут идти в ряд, да, слева направо, то есть на друг друга они накладываться как бы не будут, как вот здесь вот, да. Колонки, что очень удобно. Здесь, кстати, когда кликаете на такой глазик, да, вы можете посмотреть пример. И для нас, учителей, очень такой хороший пример здесь показан, то есть что вы знали, да, ученика спрашиваете, что вы хотите узнать и что вы узнали, да, вот это наша таблица ЗХУ. Очень хорошо пойдет для конца урока, чтобы это все посмотреть. Дальше карта, да, тоже вот можно посмотреть всякие примеры здесь показываются. К примеру, путь там из Лондона куда-то в Италию, да. Холст, как я вам до этого говорил, это у нас, я перешел. Холст, как я до этого говорил, больше похож на mind map, но, в принципе, можно создать какой-то некий такой процесс, да, который взаимосвязан друг с другом. И получается, последнее — это хронология. Точно так же, да, можно просто показать какую-то хронологию, либо же, получается, описать какой-то процесс, да, либо алгоритм решения задачи и так далее, да, чтобы они слева направо шли и могли все просмотреть. Давайте выберем произвольно. Раз уж до этого нажал холст, давайте выберем холст. Справа у нас сразу же появляются настройки, да. Давайте напишем название. К примеру, скажем, вектора. Здесь мы напишем операции над векторами. Произвольно, да. Можно выбрать значок для каждой отдельной доски. Здесь, я не знаю, давайте просто возьмем какую-нибудь любую. Да, можно тематическое что-нибудь найти, но получается произвольненько, не знаю, вот это вот. Либо видели, у нас есть добавить свой значок. Так, идем далее. Можно сделать произвольное, какую-нибудь ссылку, да, давайте напишем vectors.
и padlet.com/adnovateam, то есть это ваш аккаунт, /vectors. Вы данную ссылку можете потом скидывать своим учащимся. Дизайн. Можно выбрать фон. Тут очень разные фоны, извиняюсь. Так, давайте такой вот градиентный выберем. Либо можете добавлять свой. Есть также схемы, либо это белый цвет, да, либо же темные оттенки. Выбираем разные шрифты. Ну, мне больше нравится такой, который идет по умолчанию. Далее идет настройки постов. То есть, что это значит? Авторство, да, то есть вы будете скидывать ученикам, и вы хотите видеть, кто что написал, да, там в комментариях и так далее. Сейчас этому остановимся. Я хочу, да, чтобы у учеников было не анонимно, а чтобы их имена были показаны. Я нажимаю на авторство. И также после постов мы будем оставлять комментарии, да, то есть, может быть, комментировать друг друга, либо вы будете комментировать учащихся. Также в качестве комментариев, да, реакции у вас есть сердечки, лайки, посты, голоса и так далее. Ну, давайте поставим просто так звезды. Фильтрация контента, что очень удобно, да, когда вы работаете там с большой группой людей, можно это все модерировать, ну, или же, если вы не скидываете куда-то в интернет эту ссылку, то можно, в принципе, это не включать, да, то есть предварительно, перед тем, как опубликуется контент, вы должны будете его одобрить. Ну и, соответственно, скрывать интерактивную лекцию, думаю, с учащимися, либо с коллегами таких проблем не будет. И RMX, здесь не переведенная, это, в принципе, нам не нужно, чтобы они могли его изменять. Так, название далее, значок выбрали, фон, все оформили. Идем дальше. Все, нажимаем «Поехали», да. Здесь вот у нас идет весь холст. Так, ну и начнем с самого главного, это создание поста. Да, такой мини-пост. Это можно сделать двумя способами. Либо же вы дважды щелкаете в любом месте, и у вас, видите, появляется здесь. Ну, давайте я напишу вектор, да. Здесь идет как бы заголовок. Здесь вы можете написать определение вектора, да, либо примеры и так далее. И здесь можно выбрать, что загрузить. Да, давайте нажму на побольше, что у нас здесь есть. Можно загрузить файл, можно сфоткать с камеры, можно сделать запись видео, и что очень удобно, можно записать видео сразу же с экрана, записать аудио, местоположение, какую-то другую доску Padlet, либо же получается рисунок. Очень мне нравится рисунок, так как, к примеру, в математике, либо там в физике, да, у нас нужно писать формулы различные, там рисовать и так далее. Это прям очень спасает. Ну, какие-нибудь ссылки, поиск изображения сразу же в там Google, да, кажется, у нас идет, различные гифки, анимации, да, ну и так далее. Давайте я здесь поставлю вот поиск изображений. Вот нам сразу уже говорит типа вектор, да, тюлень я искал до этого. Так, ну здесь давайте допишем, да, чтобы было точно вектор математика. Да, вот, к примеру, просто какой-нибудь произвольный. Сейчас он у нас прогрузится. Все, у нас есть картинка, у нас есть подпись, да, то есть вектор изображения. Давайте напишем. Можно выбрать какой-нибудь цвет и нажимаем опубликовать. Все, видите, он красный выбрали. У нас идет, можно, если это холст, можно просто брать и вот так вот передвигать его. Да, вот таким вот образом. Далее давайте добавим еще один пост, нажму на плюсик, да, то есть, как я вам до этого говорил, либо дважды щелкните, либо нажмете на плюсик. Давайте нажмем на плюс. Здесь напишем, ну, скажем, теорема Пифагора, да, скажем так, теорема Пифагора. Давайте также поищем изображение теорема Пифагора. Так, ну, давайте вот эту более такая. Угу. Здесь напишем изображение, либо можно ничего не писать, да, и определение теоремы Пифагора. Так, пускай будет окей, черный так и остается, и нажимаем опубликовать. Ну, видите, на черном у нас не так уж слишком видно, поэтому, чтобы исправить этот пост, нажмем на такую вот кнопочку тройную, да, здесь есть различные манипуляции. То есть можно его открыть, пост полностью, и он у вас уйдет на всю
на весь экран. Далее, что еще можно сделать? Открыть можно его в новой вкладке. Прям можно скопировать ссылку на данный пост, то есть не на всю доску, да, а на данный пост. Так, выбираем. Здесь только что мы говорили, да, ну, оранжевый пускай будет. Можно его вот как раз-таки редактировать, да, если нужно будет это все убрать. Не забываем нажать «Обновить». И что хотелось показать, это вот как раз-таки связать постом, да, то есть мы говорили, это типа концептуальная карта, да, и так далее. Нажимаем на «Связать с постом» и выбираем тот пост, с которым вы хотите связать. Я связываю с вот этим. Так, все, видите, вектор теоремы Пифагора. А если вы хотите, чтобы стрелка шла от вектора к теореме Пифагора, соответственно, связать пост вы выбираете здесь, да, но его, к сожалению, связать уже с нечем, да, потому что здесь уже мы привязали, да. Поэтому, если вы хотите, чтобы стрелка шла от вектора к теореме Пифагора, нажимаете «Связать пост» именно на изначальном посте. Так, здесь бывает так, то, что накладываются, да, всякие посты на друг друга, то есть как в PowerPoint, да, вы знаете, можно перенести на передний план, либо на задний план. К примеру, да, вот сейчас поставлю этот пост, видите, он ушел сюда. А я не хочу, чтобы векторы стояли сзади, поэтому я делаю на задний план. И он ушел за него. Далее можно его дублировать, перенести пост. Это значит то, что перенести именно в какую-то другую доску Padlet. Да, если вы работаете между двумя похожими досками, то можно ее перенести. Либо же, соответственно, его удалить. Так, ну и давайте добавим последний пост, который только что вам говорил про рисунок, да. Так, теорема косинуса, да, ну как пример. И здесь вот можно взять рисунок, и если у вас есть графический планшет, либо просто, да, с мышкой, можно там начертить, скажем, вот эти вот вектора, A, B, типа угол, да, там и, ну, уже не буду вдаваться в подробности, там написать, типа, c квадрат, это есть a квадрат, там, плюс b квадрат и так далее, и так далее. Да, что очень удобно. Можно здесь сделать разноцветными для холста, либо выбрать фон, да, и так далее. То есть очень удобно, либо же стереть, что не нужно. То есть вот этот вот инструмент мне прям очень нравится. Потому что не всегда на досках, да, вот таких вот типа Padlet можно вставлять собственные рисунки. Так, и все. Нажимаем «Опубликовать». Вот так вот. И давайте я вот именно вектор сейчас свяжу с теоремой косинусов. Нажимаем «Связать с постом» и «Связать». То есть здесь можно ставить отметки, но в принципе не пользуемся ими. И вот она идет вот так. Здесь давайте удалим «Отвязать от поста». И от вектора тоже пустим, да, то есть связать постом, связать. Вот, все, у нас есть какое-то общее определение вектора. Здесь мы, ну, можно было еще сделать еще один пост, да, то есть складывание векторов. И оттуда пустить теорему косинусов и теорему Пифагора. Ну, вообще не важно, главное, поняли как. До этого, помните, мы в настройках ставили оценку, да, то есть можно оценивать. Это, к примеру, когда вы поделитесь с учениками и так далее. И комментировать. Да, то есть здесь можно написать комментарий. А как, да, к примеру. И так далее. Окей, закроем. Теперь переходим к следующему пункту. А как поделиться с этой доской? Здесь, наверное, уже заметили, да, есть такая стрелочка, то есть поделиться. Здесь либо напрямую можно через email добавить, да, участников, либо же, получается, нам нужно какую-то ссылку, да, взять. То есть мы не хотим вводить почту там коллег, учащихся и так далее. Здесь, что немаловажно, нужно выбрать приватность. То есть она идет скрытая доска, либо закрытый доступ и так далее. Можно сделать так, чтобы был какой-то пароль. Да, вдруг ссылка уйдет в интернет, да, а вы не хотите, чтобы там все ее смотрели, поэтому можете сделать пароль. Но для начала давайте я просто сделаю ее открытой. Разрешение гостей тут можно выбирать. То есть читатель. Данная доска доступна, но он просто ее просматривать. То есть может просматривать посты. Соавтор, то есть он и просматривает, и добавляет данные посты. Но при этом, если же вы выберете редактор можете выбрать какого-нибудь другого коллегу, да, с которым вы вместе параллельно ведете. Но если хотите именно с учащимся, то выбираем соавтор.
То есть она идет по умолчанию. Нажимаю «Сохранить», уходим назад, и все. Здесь выбираем «Копировать ссылку в буфер обмена». Скопировали и отправили кому нужно, да. Через QR-код можно, либо же вот соцсети, да, кто работает в Google Classroom, тоже очень хорошо, можно сразу туда отправить. Для экспорта, да, вот иногда бывает, мы сделаем хорошую доску, очень красивую, почему бы не сохранить как изображение, либо для лучшего качества, как в PDF, да. Насчет Excel не знаю, никогда не сохранял, но кажется, там будет немножко каша. Либо же сразу отправить на печать, да. Что очень удобно, если у вас есть какой-то сайт или блог, да, ее можно будет сразу встроить. Здесь я вам покажу, к примеру, вот хронология, которую я делал, я встроил себе на сайт, да, и он выглядит вот таким вот образом. То есть не нужно давать ссылку, чтобы они переходили, сразу же себе строили ваш блог там, WordPress, Wix и так далее. Так, все, я скопировал ссылку в буфер обмена. Давайте открою еще одно режим инкогнито, как будто наш ученик зашел, да. То есть, видите, никакой авторизации не нужно, да, и мы с вами видим то, что наш изначальный пост виден учащемуся. И этот учащийся может также оценивать здесь и писать комментарий, к примеру. Я не понял, как это вышло. Как пример. Окей, таким вот образом. И, соответственно, давайте перелистнем на учителя. Здесь мы видим, у нас появился один комментарий, да, вот таким вот образом. Так, ну, здесь, видите, она идет как... Упс, сори. Здесь вышло Team Edno, то есть от этого же аккаунта, но если же будет какой-то другой ученик, да, там будет написано анонимно. Видимо, Chrome посчитал то, что это один и тот же аккаунт, хоть и инкогнито. Так, если же... Все, мы с вами создали посты на доске, мы с вами научили их связывать, мы теперь можем их отдавать ученикам, чтобы они оставляли комментарии, либо создавали свои посты, да, то есть можно сделать так. Но вы видите то, что, допустим, данный формат, да, то есть холст, вам не очень подходит, и вы хотите его изменить. Для этого кликайте на эти три точки, опции, да, и здесь есть изменить формат. Да, то есть нажимаем на него. Я хочу, чтобы это ушла, ну не знаю, ну пускай будет как стена в Pinterest, да. Вот так вот идет. И все, он автоматически их упорядочил. Если вы будете создавать другие посты, да, вот давайте быстренько просто создам пост один. Они будут идти вот так вот слева направо, либо же вы можете там это все выбирать. То есть как они будут появляться. Вот, новая позиция поста, он либо будет первым, либо же будет последним, да, то есть новый пост, куда он идет, в начало или в конец, да, то есть в зависимости от того, как вы будете строить ваш урок, вебинар и так далее, да, вот таким вот образом. Если вам не понравится такой, да, можете изменить, вернуть обратно, либо же сделать хронологию. Карта, вот здесь колонки, тоже очень хорошая доска, то есть здесь вы можете добавить, ну как сказать, теория, да, здесь вы добавите раздел практика, да, скажем так, например, давайте это перенесем сюда, и добавить раздел ваши работы, да, то есть работы учащихся и так далее, либо там коллег и так далее, и они здесь будут создавать свои работы, здесь можно сказать ваш комментарий, да, к примеру. То есть в зависимости от того, какая цель идет для вашего урока. Так, ну и давайте добавим последний пост. Скажем, видео про вектора. Да, здесь нажимаем на эту кнопочку. Ищем либо в интернете, получается, либо записываем сами, да, запись видео, либо делаем запись видео с экрана. И, к примеру, я хочу, чтобы это было с YouTube, да, то есть, может быть, уже есть какое-то уже готовое видео. Ну вот, к примеру, да, выберем какую-то первую и нажимаем на опубликовать. И вот таким вот образом. То есть ее поставим, давайте, в теорию, да, то есть здесь мы все им объяснили, здесь показали, как это все решается, здесь ученики оставляют свои работы, да, там рабочие листы и пишут комментарии по уроку.
Все отлично, да? Вот это как бы наиболее такая удобная. Ну, в зависимости от урока. Таким образом мы создали нашу доску. Чтобы вернуться обратно, нажимаем на ваш профиль и переходим на главную. Вот. У нас появилось здесь две доски. Вот это, в принципе, нам не нужна, да, то есть, которая была изначальная. Так, 8, 3, 5, 1. Нажимаем удалить. И все. У нас осталась только вот она, одна доска вектора, да, которую мы сами создавали. Что у нас есть в опциях? Можно будет добавить закладку, то есть в избранное, скопировать ссылку, да, то есть вам нужно раз перекинуть ее просто учащимся, не заходя в данный пост. Архивировать, если вам не нужно, ну и, соответственно, удалить, да. Таким образом, мы с вами познакомились с интерактивной доской Padlet. Есть очень много возможностей, очень много разных режимов и, главное, функции, то есть файлы, рисунки, видео, да, можно все хорошо добавлять и инструменты взаимодействия.